Всем привет, друзья! В этом видео рассмотрим несколько инструментов от Machete, и ранее я уже показывал большой набор инструментов этой фирмы. Это был, можно сказать, базовый комплект моделиста. Если не видели, ссылку на ролик оставляю в описании к видео. Здесь же мы рассмотрим еще несколько инструментов и приспособлений, некоторые из которых достаточно специфические. Эти и другие инструменты вы можете приобрести в магазине «Модельная лавка». Там же вы можете найти сборные модели, химию и многое другое. Ссылку на магазин оставляю в описании к видео. Итак, рассмотрим все по порядку. Первое, что хочу показать, шлифовальный брусок. У меня еще не было подобного приспособления, пользовался пилками, шлифовальными губками или просто шкуркой. Посмотрим, насколько удобнее будет работать бруском. Кстати, шкурки и губки от Machete я показывал в прошлом ролике. У меня в руках брусок зернистостью 2-3,5 тысяч, и это очень мелко. Фактура шкурки практически не ощущается. Такой подойдет для полировки поверхности. Информация о зернистости размещена только на этикетке, так что лучше сделать пометки на самом бруске. Добавить тут особо нечего, удобный шлифовальный брусок. Посмотрим, как проявит себя в работе. Далее палитра. Обычная алюминиевая палитра на 6 ячеек. Machete предлагает несколько вариантов таких палитр. В прошлом видео я уже показывал прямоугольную, а сейчас решил добавить и круглую в свой арсенал. Нужная вещь пригождается во всех видах работ по покраске и визерингу моделей. Металл достаточно толстый, в руках не играет, ячейки удобные. Следующие инструменты – набор зажимов 25 мм, 4 штуки в упаковке. Machete предлагает несколько видов подобных зажимов и пару вариантов фасовки. Я выбрал небольшие, чаще использую их для удерживания деталей при покраске, а не для фиксации при склеивании. У меня есть набор похожих прищепок, приобретал их в хозяйственном магазине. На первый взгляд у Machete губки более удачно сделаны, да и в целом зажимы приятнее выглядят. Сила сжатия вроде аналогичная, более мощные мне вряд ли понадобятся. Далее посмотрим на нож. Нож для точного реза. В комплекте идут два запасных лезвия. Заинтересовал меня этот инструмент еще на обзоре первой посылки от Machete. Хоть сейчас у меня появилась Ольфа, но все равно интересно было поближе взглянуть на него. Нож полностью выполнен из пластика и выглядит совсем просто. Лезвие, прямо скажем, миниатюрное. Чтобы его заменить, нужно раскрутить корпус. Само лезвие впаяно в пластиковый стержень, и это довольно странное решение. Не думаю, что будет легко найти такое на замену. Я рекомендую использовать классические цанговые ножи, под которые всегда можно найти расходники. Нож острый, режет бумагу, блистер, но лезвий тут мало, так что буду использовать в труднодоступных местах, там где и Ольфе будет тесно. Вот, кстати, как выглядят ножи в сравнении. Ольфа кажется довольно крупной по сравнению с этим инструментом. И, наконец, линейка. Но не простая, а с разметкой на 6 масштабов. 24, 35, 43, 48, 72 и 144. Вот уж не знаю, станет ли она полезным инструментом или будет просто игрушкой, но взглянуть было интересно. Итак, на этой линейке дана шкала в метрах в соответствующем масштабе. То есть можно сразу сделать разметку для будущей диорамы, отмерив нужное расстояние, или быстро сделать какой-то замер. Давайте для примера измерим модель AC40 от АВД в 72 масштабе. Выходит, что такой настоящий ЗИЛ длиной около 7 метров. Или вот деревянный брусок от Mini-Art. Его длина 2,5 метра. Напишите в комментарии, что вы думаете об этой линейке и приходилось ли вам пользоваться чем-то подобным.
Ну что ж, друзья, вот такие инструменты от Machete у нас сегодня на обзоре. Небольшое, но полезное пополнение в мой арсенал. Я благодарю магазин «Модельная лавка» за предоставленные образцы и напоминаю, что ссылку на него вы можете найти в описании под видео. Если же этот небольшой обзор был вам интересен, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на канал. Напишите обязательно комментарий, пользуетесь ли вы продукцией Machete и что думаете об этих инструментах. Я же на этом с вами прощаюсь, благодарю вас за внимание и до встречи в следующих роликах.